Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, продолжаем рубрику «Редкие и дорогие монеты СССР». В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим 1 копейку 1956 года. И я покажу вам, как различить редкую и дорогую разновидность этой монеты. Немногие любители разновидностей монет знают, что среди большой массы обычных копеек 1956 года можно найти довольно редкую и ценную разновидность, которая стоит в десятки раз больше обычной монеты. Ведь вообще советские копеечки 1956 года из алюминиевой бронзы чеканились довольно большими тиражами и особой ценностью в годовых ценниках никак не выделены. Однако есть вариант 1 копейки 1956 с особым типом реверса, стороной с номиналом монеты, который встречается довольно редко и обладает высокой ценой на рынке у коллекционеров-нумизматов. Друзья, на ваших экранах 1 копейка 1956. Это редкий вариант. В классической литературе для нумизматов этот вариант реверса получил буквенное обозначение большая А. Данный вариант реверса был взят основой с рисунка монет прежнего 1955 года. Просто была изменена дата. Прежде всего, данный вариант реверса отличается тем, как расположены на рисунке стебли колосьев. Их круговой ободок максимально приближен к канту монеты. Копейки 1956 года выпуска с реверсом этого типа чеканились довольно непродолжительное время, после чего рисунок был немного изменен. Поэтому встречаются они довольно редко и обладают высокой ценой. В отличие от обычных копеек 1956 с рисунком реверса нового типа, в классической литературе новый, чуть измененный по рисунку, вариант реверса получил буквенное обозначение «Б». Этот новый вариант реверса стороны с номиналом образца 1956 года отличается также расположением на рисунке стеблей, их круговой ободок заметно отдален от канта монеты. Копейки 1956 года выпуска с реверсом нового типа Б составили основную массу тиража в этом году, поэтому особой редкостью и ценностью они не отличаются. Уважаемые зрители, на ваших экранах снимок двух монет одного года, но разной вариации. Наиболее яркой отличительной чертой различия этих вариантов является расстояние между точкой под датой и местом пересечения стеблей колосьев. У варианта А это расстояние заметно больше, а у варианта Б меньше. Друзья, теперь о стоимости данных монет. Нужно отметить, что вариант реверса А встречается довольно редко и представляет большой интерес у коллекционеров-нумизматов. По каталогу 2010 года выпуска Гаврюшина-Петрова эта монета оценена в 6000 рублей. Также по каталогу Федорина она оценена в нем в 40 условных единиц. По каталогу Адрианова 2014 года данная монета оценена в 3000 рублей. В отличие от него, цена на обычный вариант Б определяется по типовым годовым ценникам и составляет от 60 до 100 рублей за экземпляр. Но еще нужно не забывать, друзья, что рынок и общая ситуация вносят свои коррективы в стоимость нумизматического материала. Но и тем не менее, редкие монеты всегда имели и будут иметь повышенную привлекательность у коллекционеров. Друзья, продолжаем рубрику «Редкие и дорогие монеты СССР». В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим 1 копейку СССР, которая была продана на аукционе за 30 тысяч рублей. И давайте рассмотрим, как распознать этот раритет. Прошло уже более 30 лет с того момента, когда с карты мира пропала одна из самых великих в истории держав – Советский Союз. Однако до сих пор у многих в дальних ящиках письменных столов и на антресолях пылятся артефакты той эпохи. Это может быть вымпел за победу в соцсоревновании, пионерский значок и, конечно же, советские монеты.
Советские копейки не являются какой-либо редкостью. В свое время их выпустили огромными тиражами и разослали во все уголки огромной страны. Сегодня же их можно встретить на любой барахолке, медленно ржавеющими в тазах и ведрах. Стоимость их, как правило, совершенно символическая. Однако существуют и исключения. Так, на недавно прошедшем аукционе Walmart была продана вот эта монета. Друзья, на первый взгляд это обычная советская копейка. У каждого советского гражданина в кошельке была такая монета. И по итогу торгов она была продана за 29 725 рублей. В чем же секрет столь высокой цены? Давайте разбираться. Дорогие друзья, Виолити является крупнейшей профильной площадкой для коллекционеров на территории Европы, который уже существует 16 лет. На этом сайте предусмотрены разделы под любую тематику: коллекционирование, монеты, боны, фотокарточки и открытки, книги, статуэтки и скульптуры, иконы, живопись, изделия из фарфора, столовое серебро, музыкальные инструменты, технические устройства и приборы, фототехника, ювелирные украшения, часы, игрушки и многое другое. На сайте Виолити насчитывается более 5,5 миллионов активных лотов и более 1 миллиона зарегистрированных пользователей из Украины, России, Белоруссии, Польши и других стран. Ежедневно регистрируется около 400-700 новых пользователей. Сделки на Виолити максимально безопасны, так как при оплате лотов пользователи руководствуются правилами оплаты Виолити с учетом деловых рейтингов и верификации контрагентов. Виолити предлагает широкий функционал как для продавцов, так и для покупателей, который обеспечивает комфортное пользование сайтом. Продавать и покупать можно как в режиме онлайн-торгов, так и по фиксированной цене. Сайт постоянно развивается, дополняется новыми разделами и новым функционалом. Кроме основного сайта Виолити, для коллекционеров есть форум Виолити, на котором вы сможете задать вопросы на интересующие для вас темы и получить ответы как от пользователей, так и от консультантов по коллекционированию. Виолити имеет официальные страницы в популярных соцсетях, где ежедневно публикуются обзоры на лоты и новости сайта. Друзья, я зарегистрирован на Виолити уже более 3 лет и скажу откровенно, я доволен. Ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео. В 1985 году однокопеечные монеты, выпущенные для регулярного денежного обращения, были отчеканены с использованием штемпеля для лицевой стороны аверса с так называемыми длинными остями. Данный штемпель стал широко применяться с 1981 года. Однако для чеканки небольшой части монет улучшенного качества, предназначавшихся для формирования годового набора Госбанка, был использован другой, более старый штемпель аверса периода с 1974 по 1981 года. И он отличается от штемпеля основного тиража формой и длиной остей. Здесь они короткие. И если первый вариант никакой особой ценности не представляет, то второй вариант ценится уже гораздо выше. Уважаемые зрители, если вам понравился этот обзор, пригодилась информация каким-то образом, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. А на этом буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.